Приветствую, друзья! О наушниках компании Shure, уверен, знает подавляющее число меломанов. Это один из тех брендов, что не боится экспериментировать и тем самым выходит в тренды по соотношению цена-качество. Все их модели, которые я только встречал, были не просто хороши, у них была своя особенная фишка. Не стали исключением и новые динамические наушники LED Shure D13 с 13-мм драйвером. Фраза, которая способна их определить, это без сомнения высокое разрешение звука. Здесь все именно про это. Причем не то чисто арматурное недоразумение, что мы слышали в решениях за плюс-минус 8000 рублей, а реально интересный, супер подробный звук динамика. Я, признаться, очередной раз был очень удивлен и снова словил тот самый вау-эффект. Но не будем забегать наперед. Сегодня о них говорим. Поехали! Пришли наушники в небольшой, скромно оформленной картонной коробке с изображением героев обзора, логотипом пройденной HiRes аудио сертификации и подробным списком технических характеристик, из которых мы узнаем о чувствительности равной 105 дБ и импедансе в 16 Ом. Удивил лишь тот факт, что на коробке максимальная граница была указана в 20 кГц, тогда как для HiRes сертификации требуется 40 кГц. То есть небольшая такая нестыковка, или 40 кГц, или таки все-таки не HiRes. В комплект нам положили рекламный буклет компании, инструкцию, две какие-то карточки, вот такой вот плотный фирменный бокс из кожзаменителя, пара фильтров и два набора силиконовых амбушюр разного цвета и качества материала. Кабель тут прямо серьезный, толстый, витой, с гибкими заушинами из термоусадки и прямым металлическим штекером, в моем случае на 4,4 мм. Бывает также вариант и на классическом джеке 3,5 мм. Аппаратура показала сопротивление каждой из его жил равной 0,240 Ом, что тоже очень достойно. Чашечки по габаритам небольшие, полностью металлические, имеющие форму эдакой таблетки с возвышающимся из нее звуководом. У последнего есть специальный выступ и защитная металлическая сеточка. Также с внутренней стороны можно найти целых 3 компенсационных отверстия и цветовую индикацию левый и правый. С внешней же части находится небольшой круг с логотипом, напоминающий поврежденный узор из концентрических окружностей. Именно так я и подумал, когда впервые его увидел. На самом же деле это такая стилизация. Смотрятся наушники неплохо, удобно сидят, а амбушюры обеспечивают превосходный уровень звукоизоляции. То есть все здесь просто шикарно. Вот так, друзья, это и выглядит. По измерениям тут чуть более продолжительный относительно нормы импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие ровно 1%, что на сегодня практически стандарт. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует примерно 76 и 96 миллисекундам без каких-либо значимых возмущений. Разница между амбушюрами, на мой взгляд, исчезающе мала, в то время как позолоченные фильтры заметно так поднимают верхнюю середину и непосредственно высокие частоты. Ну а вообще АЧХ имеет подъем низких частот на 8 дБ с плавным заходом на середину, чуть более внушительное выделение области разборчивости с пиком на 2,3 кГц, еле заметную имитацию ушной раковины на 4,8 кГц и серьезный такой пик на 8 кГц для усиления резкости звучания, являющийся к тому же максимальной точкой на этом графике. Следовательно, легкого уклона в яркость нам здесь не избежать. Далее частоты плавно уходят на второй план. Говоря о звучании D13, прежде всего отмечаешь небольшой уклон в светлую сторону, теплый аналоговый окрас и просто феноменальное, как для динамика, разрешение. Каждая мелочь, тонкость, деталь буквально как на ладони. Причем это не арматурная вычурная резкость, а приятная слуху динамическая прозрачность, которая хотя и уступает немного по уровню прорисовки, но результат получается более естественным и мелодичным. Впервые послушав, я даже поймал вау-эффект и гонял их какое-то время в качестве основных. Не скажу, что они прямо способны тягаться с моделями в 3-4 раза дороже, однако есть в них свой особенный кайф. Лично меня здесь зацепила какая-то совершенно фантастическая четкость, теплота и выразительность. Низкие частоты настроены на хорошую такую глубину, слегка подсвечены по амплитуде и при этом дают ровно такую же проработку, как и на всем остальном диапазоне. То есть, расслушивая тут так называемый лейерный бас, сплошное удовольствие.
ритм гитарам хватает мощи и напора, как и мужскому или же женскому вокалу. Единственное, на мой взгляд, маловато здесь веса. Словно звучит достойного качества планарный драйвер. Они тоже такие немного воздушные по характеру. Ну и лично я люблю более объемный звук. Отдельно хочется отметить разнообразные высокочастотные затухания, которые хотя и прослеживаются, но в целях более цельного и комфортного звучания аккуратно так отводятся на второй план. Оттого разделение самих инструментов тут чуть ли не рекордное, а вот и хвосты достаточно быстро так уводятся на периферию. Тем самым создается эффект выплескивания энергии, что также добавляет звучанию драйва. Замена фильтров на золотые делает звук еще ярче, резче, чуть-чуть добавляет нейтральности, немного уходит мягкость и еще сильнее ощущается недостаток массы на средних частотах. То есть они прямо идеальны в тех случаях, когда звук должен быть тотально четкий и сверхразборчивый. При этом мы заметно теряем в мелодике и той самой аналоговости. Отчего те, что изначально стоят на наушниках, просто на порядок лучше. С насадками примерно та же история. Белые, конечно, добавляют воздуха, лучше раскрывают середину, но наряду с этим басы становятся еле ощутимыми. Следовательно, идеальной связкой для D13 я назову серебряные фильтры и полностью черные амбушюры. Но здесь мы уже заходим на территорию вкусовых разногласий, кому что больше нравится. Говоря о стилистике, следует держать в уме баланс, немного смещенный в светлую сторону, сколь-либо значимое отсутствие тембрального объема и очень высокое разрешение. Лично на мой вкус тут прекрасно зайдут различные агрессивные жанры, включая электронику, металл и старый добрый рок. Какая-то не сильно перегруженная инструментами академическая музыка, джаз и, например, этника. Для оркестра здесь недостает пространства в глубину сцены и того самого ландшафта у самих тембров. При этом текстуры прорисованы просто шикарно, достаточно воздуха, чувствуется свойственный каждому отдельному инструменту характер, однако суммарно все это все равно не дает размаха. Мне кажется, данная модель рассчитана на более простую музыку. Здесь хочется вкушать каждый конкретный тембр отдельно, не вычленяя его из общей структуры и не отвлекаясь на созвучие. Поэтому в своем плейлисте я в них отдавал предпочтение всякой преджазованной электронике, чему-то вокально ориентированному и ритмично-мелодичному. В плане источников я бы рекомендовал избегать чего-то изначально яркого и детального. В подобном случае с той самой яркостью и детальностью может быть уже перебор. А вот более-менее взрослые плееры и ЦАПы подходят для D13 просто идеально. В числе последних отмечу, например, мобильный ЦАП Shanlink UA3, аудиоплеер Shanlink M621 и стационарный ЦАП SMSL DO100 с усилителем HO200. Именно 200, а не 100. По поводу сравнений ничего даже немного похожего я, друзья, еще не встречал. На фоне более дорогих Kenera Hodor или ZKRL Fusion герои обзора ощутимо уступают, при этом одноклассники кажутся им не ровня. Разве что с Tengzhuzi и Shanwu можно найти общие моменты. Там тоже есть легкое такое смягчение, отличный уровень прорисовки, ровно такая же воздушная середина. Однако характер планарного драйвера сложно спутать с динамиком. Есть в нем нечто слегка нереальное. И баланс у последних чуть лучше центрирован. А так это чуть ли не топ-предложение в своем сегменте. Мне прямо очень понравились, особенно если хочется максимальной техничности, эмоций и драйва. Что сказать, просто фантастический динамический драйвер, от Shure другого и не ожидал. Итогом 13-мм динамические наушники LED Shure D13 лично меня порадовали очень достойным внешним видом, комфортной посадкой, набором насадок и фильтров, реально позволяющим подогнать звук под собственные вкусы, очень неплохим кабелем из комплекта с возможностью выбрать балансный штекер на 4,4 мм и, естественно, своим мега подробным звучанием с теплым аналоговым окрасом. Если вы любитель выслушивать все мелочи из записи, то это однозначно ваш выбор. Баланс, конечно, немного смещен в светлую сторону. Чуть-чуть мне не хватило массы средних частот, но это, в принципе, и все, что можно записать к ним в недостатке. А так, это просто поразительно сочный, проработанный, не лишенный собственного почерка звук с уклоном в техничность и мелодичность одновременно. О чем я неоднократно говорил, как о явном признаке взрослого или, если хотите,
эффекте дорогого звучания. Это именно те наушники, где реально поймать тот самый вау-эффект и услышать то, что раньше как-то упускал даже в додыр заслушанных композициях. Если ваш выбор это разрешение, то лучшего варианта за 8000 рублей, я думаю, вы едва ли найдете. Я очень проникся и даже на какое-то время сделал их своими фаворитами. Очень круто звучат, не флагманы, но довольно близки к этому. А на этом у меня все. Это были динамические наушники D13 от компании Shure. Всем добра, всем пока. Подписывайтесь, жмите лайк и, конечно же, присоединяйтесь ко мне в социальных сетях ВКонтакте и Телеграме. Собственно, друзья, пока.